Всем привет, друзья, с вами Домират, и мы продолжаем играть Clair Obscur Expedition 33. В прошлом выпуске мы узнали тайну, которую нас скрывал Версо. Мы победили Ренуара в первый раз. Оказался он не таким неуязвимым, как все думали. И вернулись мы пока что в лагерь, и давайте поговорим. Поговорим со всеми, посмотрим, что они нам могут нового сказать. Мне очень жаль, Монвье. Мы вернем Анока. Я знаю. Я готов. Ты только скажи. Когда время придет, сразу как покончим со всем этим. Да, конечно, общаемся. Версо подходит к Моноку, который бережно начищает ноги невронов. Полируешь свою коллекцию невроньих конечностей? Да, согласись, они прекрасны. Прекрасны, так тоже можно сказать. Меня огорчает, что тебе не достает воодушевления. А полируешь ты их зачем? Воин должен быть всегда готов к бою. А бой — это не только тело, но еще и разум. Разум, говоришь? Вообрази, что ты неврон, и тут ты видишь меня, и я несусь на тебя, размахивая отлично отполированной и сверкающей конечностью кого-то из твоих собратьев. Вообрази себе этот ужас. Это правда. Я бы не захотел драться с тем, кто машет твоей волосатой ногой как дубинкой, хотя это скорее вопрос запаха, а не испуга. И тут я превращаюсь в одного из них. Устрашение и смятение. Одного этого довольно, чтобы бой был выигран. Дальше уже зачистка. Так. Интересно, что на сталактов это, кажется, не действует, да? Сталакты тупые. Они не понимают, что должны быть устрашены и сметены. Конечно. И вовсе дело не в том, что ты их боишься. Я никаких невронов не боюсь. И уж тем паче сталактов. Превосходно. Тогда... Хочешь пойти и попугать сталактов? Все равно время некуда девать. Да, конечно. Это будет очень даже захватывающе. Но лучше давай потом. Мне правда надраить эти ноги. Еще 2 десятка осталось. Я по тебе скучал. У нас нету 2 десятков. Вот и славно, тогда иди сюда и бери еще одну тряпку. Начистим ноги до блеска, пусть ослепят наших врагов и заставят их разбежаться с визгом. Пока они полируют ноги невронов, Моноко принимается радостно трубить боевую песнь и заставляет Версо ему подпевать. Они начинают петь хором с воодушевлением. Замечательно. Люна подходит, чтобы заставить их замолчать, но в итоге сама присоединяется к полировке. Это занимает их на какое-то время, после чего они возвращаются к остальным. Чекнем, нет ли еще какой-нибудь сцены, вроде бы нет, окей. Маэль. Ну как, ты готова к встрече с аксонами? Конечно, готова. Она им даже уже ничего не отвечает, да? Версо подходит к Маэль, завидев ее у озера в одиночестве. Каково это было для тебя, расти в Люмьере? Если не считать того, что я была грустной, одинокой сироткой, прекрасно. Впрочем, строго говоря, в Люмьере все сироты. Сколько лет тебе было, когда не стало родителей? Мне... года 3, наверное. Ну да.
Я оказалась нежеланным сюрпризом. Они никогда не хотели детей, и уж тем паче незадолго до своего гаммажа. Да, твое появление, наверное, вызвало у них тревогу. Вернее сказать, панику. А потом их не стало. Меня брала к себе то одна семья, то другая. Я их всех даже не упомню. Я была ребенком со странностями, вероятно. Я тоже. Что, правда? Правда, меня интересовало только мое пианино и краски. А мной было еще хуже. Меня мучили кошмары, я все время говорила сама с собой и убегала из дома. Нет, если это считать ненормальным, тогда мы все не в себе. Меня все воспринимали девочкой со странностями, даже Гюстав. Вроде того. Они с сестрой потому меня и взяли. Никто больше не хотел. Но я подозреваю, Гюстав и Эмма сами в детстве были не от мира сего, поэтому они меня и полюбили. Вот видишь, на самом деле странные все. Что тебе нравилось в Люмьере? Слоняться вокруг да около. Никто не брал меня учиться ничему интересному, так что я бегала по поручениям со склада на склад. Но это оказалось даже неплохо. Я изучила все городские закоулки. Наверное, лучше, чем кто бы то ни было. Да? А где было твое любимое место? Висячие сады. Мы с Гюставом часто туда поднимались. Ты скучаешь по Люмьеру? Да. Не просто по городу, а потому, как было тогда. Фестивали, сады, танцы в гавани всю ночь напролет. До всего этого. Но этого дома больше нет. И не только места, но и людей тоже. Теперь у тебя есть мы. Да. А у вас есть я. Так что? Тебе хотелось бы танцевать всю ночь напролет? Может, лучше спроси Сиэль. Маэль начинает говорить с Верса чуть более откровенно, ей стало с ним проще. А Верса с Маэль. Какой у нас уже уровень? 3? Отлично. Замечательно. Маэль и Верса какое-то время проводят время вместе, вспоминая прошлое. Потом они возвращаются к остальным. Люна? Ладно, поговорим потом. Нет, сейчас. Совушка ночная, сестра моя. Совушка? По-моему, ты вообще не спишь. Сплю. Я сплю сколько надо. Что тебя тревожит? Прости лучше, что меня не тревожит. Страдающие бессонницей — это особое братство. Иногда я просто не могу отключить свою голову. Это как... Я вижу головоломку и не могу ее отложить, пока не решу. И что у тебя за головоломка сейчас? Говорящие невроны. Те, у кого есть что-то вроде личности, и мысли, и чувства. Я пытаюсь понять, что они говорили. Это явно важная деталь головоломки. Надо найти еще таких невронов и с ними поговорить. Я это уже делал. Обычно они несут чушь, не возлагая особых надежд. Может быть, ты просто задавал не те вопросы? О, разумеется, у меня не так много опыта, как у тебя.
А сам-то ты что, мой брат ночной филин? Почему не спишь? Да знаешь, бремя мира на плечах, истерзанная душа и всякое такое. А, мне попался филин-остряк. Не увиливай, я же тебе ответила честно. В самом деле, приятно, наверное, иногда излить душу. Еще приятнее, когда тебе отвечают взаимностью. Сон редко дарит мне отдых. Одно время меня мучили кошмары, а когда они прекратились, стало еще хуже. Теперь это просто гнетущая пустота. Поразительно. Так тебе дискомфортно, когда ты спишь? Ты чувствуешь боль? Осознаешь ли ты течение времени? Надо за тобой понаблюдать, когда ты в следующий раз заснешь. Звучит ни чуточки не маньячно. Ни чуточки. Это наука. Ну, личных покоев у нас тут нет, так что ни в чем себе не отказывай. Ради науки. И то правда. Верса задорно улыбается Леуна, и та не может сдержать ответные улыбки. Мир становится ярче, когда они вместе. Кажется, у нас парочка намечается. 4-й уровень. Леуна не может удержаться, чтобы не задать Верса еще пару вопросов, прежде чем они вернутся к остальным. Благодаря тому, что я рассказал Верса, Леуна начинает понимать Хрому лучше, чем раньше. Градиент атака открыта, древо жизни, ух ты. Здорово, то есть градиент атаки открываются за счет повышения уровня отношений со спутником. Ты столько лет живешь, и ни одного Ксона до сих пор не победил? Это не так уж просто, вообще-то. И ты считаешь наши шансы близки к нулю? Не думал, что тебя волнуют такие подсчеты. Нам с Люной меньше года осталось. Но Маэль — дело другое. Пришло время сказок на ночь. Дай подумать. Слушай, ты 60 с лишним лет на свете живешь, у тебя должна быть уйма баек. 100 с лишним на самом деле, так что выбрать непросто. Тебе 100 лет, и ты страдаешь от нерешительности. Ладно, ладно, дай подумать. Личную или темную историю? Давайте лично. Хорошо, я расскажу тебе кое-что глубоко личное. О, я заинтригована. Это про мои волосы. Твои волосы. Ты как-то слишком буквально понял запрос на темное и личное. Эй, я делюсь с тобой сокровенным. Так ты будешь слушать или нет? Делись, пожалуйста. Вскоре после разлома мои волосы стали совершенно белыми, как у старика. К счастью, в вселенной Жестрали есть один гений, красит все что угодно. Удачно. Вот только он вечно дрыхнет, когда я туда прихожу, а его ученик мешает цвета, как бог на душу положит. Мне повезло, что я сейчас не лиловый. Не вижу ничего плохого в лиловом. Ну вот, твоя очередь. Это была не очень темная история, и не такая уж личная. Белые волосы, старик, я тут почти душу обнажил. Все, что ты обнажил, это свое тщеславие и неумение назначать встречи. Тщеславие? Я не... это не у меня тут сплошные браслеты и кольца. К твоему сведению, браслеты мне подарили ученики на добрую память. Потому что мы с ними, скорее всего, уже не увидимся. Не обязательно.
Я оптимистка, но и реалистка тоже. Моя младшая ученица 6 лет. Ее родители сотрет гамаш, когда ей будет 12. А сама она доживет только до 21. Ее родители все рассчитали. 12 лет они будут с семьей, а всего их дочери достанется 21 год жизни. Такие решения нам приходится принимать. Чем раньше заведешь детей, тем больше времени ты сможешь с ними провести, и тем более долгая жизнь у них будет. С каждым упущенным годом ты сокращаешь жизнь своему ребенку. Именно так. Но у тебя детей нет. Нет, зато есть ученики. Моя подруга Софи сказала еще лучше. Она сказала, что любит своих детей слишком сильно. И лучшее, что она может сделать для них, это их не заводить. Видишь, вот так рассказывают о личном и мрачном. Ты высоко задрала планку. В другой раз приходи с историей получше. Хотя в истории Верса были явные пробелы, теперь Сель относится к нему чуть лучше. Ну, хорошо, все равно повысили уровень. Замечательно. Сель и Верса припираются, сдирают друг друга чуть дольше, чем следовало бы, потом возвращаются к остальным. Еще одна сцена, отлично, погнали. Верса подходит к Сель, который, похоже, не прочь с ним поболтать. Что, хочешь искупить свое прошлое фиаско с историей? Если честно, я не думал, что все станет настолько серьезным так скоро. Я заметила. Сомневаюсь, что этот вызов тебе по плечу. Я справлюсь. Собственно говоря, я принес тебе историю. Хорошую на этот раз? Да. Ты сказала, что я тщеславен. Нет. Ты сам сказал, что ты тщеславен. Стал бы тщеславный человек сохранять этот шрам. Я мог бы его исцелить, но не делаю этого. Почему? Он напоминает мне, какую цену я заплатил за свою самостоятельность. Но ради этого пришлось уйти от людей, которые были мне дороги. Вот, это тебе мое темное и личное. Мне кажется, эта история осталась недосказанной. Так это не совпадение, то, что у Ренуара такой же шрам. Ты заметила? Да. У нас почти на все были разные взгляды. На тактику, на наши цели, на то, какие границы нельзя переступать. Я должен был уйти, но он не соглашался. Вы подрались. Впервые за все время мы подняли друг на другу руку. Если ты способен исцеляться по собственной воле, значит, Ренуар тоже так может. Но он сделал тот же выбор, что и ты. Любопытно. Я никогда об этом не задумывался, но ты права. Ну как? Годится тебе такая темная личная страничка моей истории? Это было весомо. Достаточно, чтобы ты рассказала в ответ, откуда у тебя на животе шрам? У каждого из нас есть незаживающие шрамы, верно? Глубокая мысль. Эта история останется на потом. А вообще шрамы тебе идут? Знаю. На самом деле я их поэтому и оставляю. Я и не сомневался. Сиэль нравится то, что Верса рассказал ей правду о себе. Она чувствует, что они с Верса стали ближе. Сиэль и Верс еще пару минут болтают о всяких глупостях, прежде чем вернуться к остальным. Замечательно. Все? Похоже, что да. Эске? Я злюсь.
Ския? Я просто в бешенстве. Из-за Нока? Это было подло. Я думал, он добрее. Это вообще не тот Ренуар. Он не... Я знаю, дружище. Я тоже злюсь. Да-да, давайте пообщаемся, конечно. Любуешься звездами? Звезды — это небесные яблоки. Мне нравится то, как ты видишь мир. О, вон то созвездие на Франсуа похоже. Да, потому что оно круглое, как Франсуа. Да, оно мягкое и пушистое, прямо как Франсуа. Внутри. Мы об одном Франсуа говорим. О том, который мансьор Кисляк. Он не угрюмый, просто грустит. Скучает по Кле. Фран-Фран раньше весь был такой эгегей, а теперь стал весь эгегей? Да. Уи. Те времена, когда в мире еще никого не было, кроме нас четверых. И мы летали и приключались. Ничего себе, это боги какие-то. Ясно. А что насчет... столько веков прожить без лучших друзей. Кто угодно станет Они первые самые существа на Земле? Офигеть. А почему же ты не скис, как Франсуа? Я очень даже скис. Что, правда? Я тоже но я и тоже. И уравновешивает То есть можно сказать, что ты Как же ты хорошо меня понимаешь, Верса. Я сам в каком-то роде виву. Хотя я в последнее время куда больше чем вы. А вон тот чем-то похож на Монока. А если прищуриться и лицо так перекосить слегка, то рядом с ним почти что Нока. Верса и СК чувствуют, как окрепла связь между ними после этого важного разговора. Четвертый уровень. Они какое-то время смотрят на созвездия, подобляя их разным вещам, на которые эти звезды вообще не похожи. Глупости, которые несет СК, вдохновляют Верса. Градиент атака у Верса. Пробой. Красота. Потом они возвращаются к остальным. Замечательно. Замечательно. Все, мы со всеми поговорили. Сделать запись. Маэль находит место, где можно писать. Какое-то время напишет в журнале Гюстава, чтобы почтить его память. Она пишет про старый Люмьер и про то, что их город на самом деле перенесся с континента в океан. Она надеется, что когда-нибудь ученики Гюстава прочитают этот журнал. Маэль возвращается. Так та женщина в маске с Ренуаром. Твоя сестра?
Да, как несложно было догадаться. Her name's Alicia. Ее зовут Алисия. Что с ней не так? Вечно ходит в маске, ни слова не говорит, только смотрит. Она... She was trapped in a fire Случился пожар a long time ago. давно. Она сильно обгорела, лицо, горло, Yeah. поэтому, ну вот. Зачем они приходили на меня посмотреть? I Не знаю. don't know. Сам удивился, когда ты мне рассказала. That surprised me when he told me. She helped me before. Она I помогала мне thought she'd раньше, help я me думал, again. что поможет опять. Но она, кажется, выбрала другую сторону. Family is Семья — это complicated, сложно, да? right? Да. Как-то опять ничего не Give me говорит. the armband back. Хочешь получить свою повязку обратно? Что? I, Я себя чувствую обманщиком, когда ее ношу. given С учетом всего, что... Что ты не договариваешь? Нет, оставь себе. Ты же сказал, что свою сторону выбрал, так? I did. Так. Ты не злишься на меня? Как ни странно, нет. Я ненавижу секреты, но... Густав говорил, что людям надо доверять. Важнее то, что ты делаешь. Я тебе доверяю. Thanks. Спасибо. Интересный разговор. Победите 2 аксонов на их островах, чтобы изготовить оружие, способное пробить барьер вокруг монолита. Ready for the. Ну что ж. Так мы и сделаем. Сейчас посмотрим, что у нас по ресурсам. Ага, ничего нельзя особо улучшать. Верса Люна Монока. Хорошо. Верса Люна Монока. Выходим. Открыта способность ски, плавание среди коралловых рифов. Бегство экспедиции. Теперь Аске может доставить вас на континент от любого флага экспедиции. Здорово. Так, может быть вот сюда? Где-то должен быть потерянный жестраль, короче говоря. Здесь у нас... О, вот они, 2 мимо. Вот они, 2 мимо. Все, я понял. Хорошо, давайте... Да, больше тут ничего нет. Давайте зачистим этот остров. Верса, Люна, Монока. Да, давайте. Ui. Я не нажал атаку. Это печально. О, но я все равно первый хожу, кстати, здорово. Так, здесь у нас щиты, здесь у нас летающий. Сколько нам нужно на лесной пожар? 4 очка. Хорошо, 4 очка. Можем этого добить? Давай. Ай-яй-яй. Окей, придется его добивать обычным ударом. Добили, отлично. Блин, как плохо это было. Очень-очень плохо. Так, сжигаем щиты. Отлично. Так, можно исцеление. Действительно, нам, в принципе, исцеление было бы очень неплохо сделать. Супер. Хорошо похилились. Так, и... давайте светоносца, наверное. Да. Пробуем добить вот этого. Отлично. Готовится к контратаке.
Это что за ерунда такая? Пропускаю я, конечно. Жестко пропускаю. Надо бы добивать эту как-то. Контратака. Ай-яй-яй. Больно. Это было больно. Окей. Добили. Блин. Без. Похилился, отлично. Теперь метящий выстрел. Хорошо, меточка есть. Бьет щитом. И парирование. Отлично. Интересный был бой. Нога горшье. Нога горшье. Что тут у нас? Энергия горшье дает 1-3 ОД всем союзникам. Но это хуже, чем исцеление. Накладывает броню на 1-3 союзников на 3 хода. Тяжелая маска. Нет, я думаю, я оставляю все как есть. Пока что так. Так, на кого-то оружие новое выпало. На Люна, Горшьерим. Не. No. Отлично, а теперь нам надо как-то попробовать добить 2 мимов, да? Как нам это сделать, интересно. Это будет трудно. Жесть, как трудно, но погнали. Ох, все, пошли щиты. Пошли щиты. Да, здесь нам и градиентные атаки, я думаю, помогут. Очень сильно. Так, секундочку. Ага. Так, по 3 щита, да, у них. Мы в исцелении. Можем сразу забабахать исцеление. В целом, почему бы и нет. Давайте. Отлично. Сразу будем хилиться несколько ходов. Так, здесь, конечно, 4, да, то есть так. И вот так. И можем выдавать тогда лесной пар... Нет, давайте, наверное, сфокусируем прям на одном из мимов свои усилия. Давайте напор стихий. Отлично. И прям будем его пытаться убивать. И ломать, конечно же, тоже. Так. Что у нас? 9 очков, да? Снимем щиты этому. Отлично. И, кстати, у нас можно не сияющий порез, да? Давайте. Отлично. Так. Хорошо, пока пропускаем ход. Гибкость у нас. Ну, ничего я не могу в этой гибкости сделать, к сожалению, тоже. Пропускаем пока ход. Мы чуть не померли. Это какая-то жесть была. И опять мы чуть не померли. Какие-то у них очень крутые атаки, я смотрю. Жесть какая-то. Просто жесть. Да. Лютые ребята там. Люна следующая ходит у нас, да? Ну, пока еще раз. Сияющий порезик. Да, давайте лесной пожар. Подожжем их. 4 стихии заряжены, отлично.
Так, теперь шлепок. Шлепок хорошо прям. Возможность слома. Давайте. Шлепанули. Помер. Помер, к сожалению. Версу. И Люна. Потому что я несколько раз нажимаю парирование зачем-то. И это очень зря я делаю. Возрождаем Люна. Да. Ну вот, надо просто успокоиться. Все тогда будет нормально. Давайте возрождение. Все, поднимаем Верс. И у нас есть градиентная атака. Там надо бы оглушение сначала, чтобы было. Да, давайте исцеление еще раз прожмем. Так, надо... Блин. Пропустил один ударчик опять. Ну вот, хорошо. Но до слома им все еще далеко, конечно, к сожалению. И у нас градиентная атака доступна. Почему-то пробой сделать не можем. Почему не можем? Так, атака есть. Короче, либо совершенный слом, либо саботаж. Давайте лучше совершенный слом. Давайте. Ну, пока не сломали, пока не сломали. Здесь тоже у нас есть градиентная содрогание. Да, давайте. Отлично. Так, и 2 очка. Теплообменщик, да? Ну, ни на ком ожога-то нет, по-моему. Да ведь? Да, ни на ком ожога нет. Все равно неплохо. Блин, нет, не надо было так делать. Пожалел. Пожалел я. Ну ладно. Еще один шлепочек. Плохо, плохо. Неважно. Неважно, зараза. Так, давайте еще один совершенный слом. Ну, ломайся! Твою мать, почти сломался. Тоник возрождения, без этого никак. Ну как так? Ну она выжила. Как-то она выжила. Да в смысле? Я нажал же парирование. Как так-то? Ужас какой. Надо как-то глушать его. Ай-яй-яй-яй-яй. Мы можем сейчас его оглушить. Но у нас Верса лежит. Верса-то лежит. Ай-яй-яй. Но я не могу его сейчас воскресить. Блин, что делать? Ладно, тоник возрождения. Еще одну градиентную можно фигануть. Да, можно. А можно ее делать? Отлично. Давай. Отлично.
И 4 стихии. Делаем хаос. Генезис стихий. Мы можем, кстати, херануть реально генезис стихий. Либо все-таки хаос. Блин. Может ли Верса... Верса-то может. Верса-то может все. Я передумал. Мы хилимся. И нам надо выжить как-то. Отлично. Контрудар есть. Отлично, еще один контрудар. Теперь нам нужно ломать их. Нужно их ломать. Блин, надо было очки действий дать Монока. У него всего лишь 2. Ошибка опять. Ну ладно, давайте совершенный слом. И у нас будет автоматический ранг S. К сожалению, я опять тупанул. А нет, подождите, все на... Не можем. Не можем могучий удар. Почему-то градиентных зарядов нет, хотя должны быть. К сожалению, это очень плохо. Это очень плохо. Давайте ломать вот этого челика. Пытаться. Окей. Да. Так, ну генезис стихий, погнали. Погнали. Ой-ой-ой, как... Ой-ой-ой, какой урон! Охереть! Вот это был урон, ребята. Охренеть. Вот это было мощно. Ломаем правого. Охрененно. Это было просто охрененно. Так, хилимся живем или же наносим урон? Вот в чем вопрос. Наверное, хилимся живем все-таки. Отлично. Блин, последний удар. Зараза. Так, можно еще градиентный. Да, давайте градиентный. Не, ну 2 мимо одновременно, это, конечно, мощно. Градиентные атаки закончились. Пора их поджечь. Хорошо. Ранг А, да. И нету... Немота, да, на нем, к сожалению. Да, немота. О, немота прошла, это еще и немоту убирает. Красота. А, ну так офигенно. Огромный физический урон, завершитель. Погнали. Погнали. Вот это ему досталось, конечно. Вот это было мощно. Надо его как-то добивать. Попробуем обычной атакой. И минус 1 мим. Хорошо. Да, хороший бой вообще, очень хороший. На нем, кстати, ожог есть. На нем ожог есть. Давайте. Действует немедленно. Отлично. Напор стихий. Отлично. Все, 4 стихии опять есть. Ранка делать нечего только.
как нечего. Я обычной атакой на себе еще больше очков действия, и просто это все скапливается, и просто супер, конечно. И светоносца сюда, отлично. Очень хорошо. Могучий удар можно сделать. Либо шлепочек добавить. Но пока мы в гибкости, я думаю, лучше шлепочек. Хорошо, слом набирается. Странная комбо. И контрудар хороший, на 7600 урона. Очень хороший контрударчик. Ну что, генезис не хватает, да? У нас лишняя стихия морозная, да? Давайте лесной пожар, можем потратить их. Потратить эти стихии. Теперь у нас, правда, 2 огненных. Так, ну что, саботаж можно сделать. Саботажик, да? Да, давайте посмотрим, что это за... Красиво. Так, здесь у нас тяжесть, тоже, кстати, здорово. Беззащитность на нем уже и есть. Давайте толчки сталакта. Бах! Бабах! Ну, нихера, просто уничтожили 2 мимов. Супер, просто супер. Открыли причесочки. Какие-то классные, кстати, я смотрю, причесочки. Ну-ка, ну-ка. Гардероб. Пышная прическа. И вот и ей идет вообще, смотрите. Да, ей пипец идет такая. Класс. Осель. Ну, лучше, чем обычная, конечно. Не знаю. Ну, как-то всех одинаковыми прически не хочется всем делать. Давайте ей багет вообще сделаем. Да не, давайте дефолтно оставим. Да. Отлично. Классные причесочки. Автоускорение изучили. Ну и отлично. Я думаю, я его оставлю. Что это классная вообще. Очень способность. Классный Пиктос. Да, давайте так. Оставляем. И потерянный жестральщик. Приветики. Забираем его. Отлично. Еще один потерянный жестраль найден. И это значит, что мы можем сейчас вернуться в лагерь быстренько и отдать его. Давайте. Так. Должен быть он у нас тут. Отлично. Что же дать вам награду? О, придумал. Я Састра, бесподобный повар. Придумал способ, как размалывать эти странные штуковины. Сейчас научу. На пути вам могут встречаться красочные преграды. Их можно взламывать с помощью F и открывать тайные тропы, ведущие к неожиданным испытаниям и наградам. Бац! Охеренно. Цвет люмины. Вот и все. Мы теперь научились ломать то, ради чего мы все это делали. Мы научились ломать вот эти вот камни синие. И у нас теперь намного больше троп открывается. В том числе в тех локациях, которых мы уже посетили. И в тех, которые не посетили еще, конечно же, тоже. Офигенно, короче. Просто супер. Вот такие вот дела.
Так, у нас монока надо добавить еще чуточку способности и, конечно же, отдохнуть после этих тяжелых боев. Супер, просто супер. Так. А вот теперь... Интересно то, что теперь я бы хотел вернуться еще раз в старый Люмьер. Потому что, насколько я понимаю, у нас там открывается очень много классных вещей. О, да, прическа Люна классная вообще, смотрите. Красивая. Вообще, классно, классно. Да, вот, смотрите, у нас там целый проход. Вон впереди. Вообще жестко. Заходим туда. А тут что? Мы были? Были. Проходим сюда дальше. Так. Здесь можем спуститься вниз. Спускаемся и видим еще одну шевальерку. Цвета убиваем. Одна. Она одна. Серьезно. Пипец. Тоже ее надо ломать просто. Отлично. Что у нас здесь? Хрома 4990. И журнал экспедиции 42. Армандо. 2 недели прошло, и никакой весточки от Фрея и Оливье. Раньше они никогда не пропускали сеансов связи, как бы не были увлечены своими находками. Ох, друзья мои, надеюсь, смерть пришла к вам быстро. Эта наша выставка Грандисов станет, скорее всего, последней. Но, как сказал бы Оливье, она же будет и самой грандиозной. Как бы я хотела, чтобы ты сейчас был здесь и в 1000-й раз пошутил эту шутку. Я горжусь нашей работой. Мы вместе очень многого достигли. Жалею лишь о том, что времени не хватило. До Гаммажа еще несколько месяцев. Возможно, я успею сделать еще одну ходку. Если ты это читаешь, мой неведомый друг из будущего, надеюсь, информация, которую мы собрали, тебе пригодится. Мы сделали все, что смогли, уповая на твою победу. Завтрашний день грядет. Да. Вот так вот. Вот так вот. Двигаемся дальше. Может быть, нам назад. Окей, пойдемте назад. Так. О, это мы знаем, что такое. Это у нас красочница. Шевальерку вижу. Так. Убиваем. Трио. В этот раз у нас трио. Да, дубась его давай, хорош. Лесной пожар, отлично. Так, добьем этого? Ну давайте, на всякий случай.
Теперь попробуем его добить. Сияющим порезом, наверное, Оешка все-таки. Не добили. Блин, какой трэш. Да, я все пропускаю. Хоть я тут догорел. Пипец, надо воскрешать бедного Верс. Что мы и делаем, конечно же. Чародейство у нас, но только на шлепок хватает. Окей, возможно, он догорит. Нет, не догорел. И добиваем. Контрударчиком. Красота. Чуть похилимся. Максимум damage. Максимум damage. Йоу. До свидания. 32 уровень у Люны. Убираем пока ее из отряда. Возьмем Маэль. Нет, возьмем Сиэль, наверное. Я думаю. Окей. Мано какой-то слишком большой. Не нравится мне за него ходить. Давайте за Версу. Ну или за Сиэль, кстати, раз мы ее взяли в отряд. Погнали. Так. Иди сюда. Опять трио. Но теперь у нас нет Люны. Это делает все немножечко сложнее. На самом деле. Так, кого шлепнуть? А, без разницы кого, понятно. Отлично. Так. Отлично, должны ломать его теперь. Делаем сияющий порез. Сломали. Так. Жгучую связь все-таки погнали. Центрального. Отлично. Так, атакует. Все пропустили просто, что только можно было пропустить. И это тоже не парировали. Хреново, конечно. Так, еще один шлепочек, или уже начнем добивать? Исцеление вообще давайте все-таки сделаем. Только регенерация же, точно. Вот, ладно. Так, отлично. Ранг С при сломе. Ну давай. Отлично. Так, давайте еще, наверное, добавим предвестий. Хорошо. Атакует. Да как я так пропускаю? Господи, а. Ой, ладно. Да пора добивать, наверное. Пора добивать. Отлично. Манок от 30-го. Замечательно. Давай добивай эту. Да ты что делаешь? Это красочница сама, блин. Что я вообще делаю? Давайте искать замочки еще. Вон я вижу один. Уничтожаем. Сюда нам нельзя? Сюда можно, кстати. Ничего себе. А что это за территория вообще? Цвет люмина.
Прикольно. Еще где-то один замочек у нас. Пройдем, посмотрим. Ага, вижу. Долетела, ничего себе. Долетела ведь. Wow. Редалим для Люны. Новое оружие. Следующие навыки создают дополнительно один световой пигмент. Wow. Такой себе, ребята, на самом деле. Такой себе. Проходим дальше. Оп, к следующей нашей взбучке, драчке. Погнали. Шлепочек. Шлепочек. Отлично. Теперь мы его вот так вот. И теперь мы его еще сияющий порезик. Либо совершенный слом. Не, давай сияющий порезик. Совершенный слом совершенно не обязательно, как говорится, делать. Короче, теперь вот этого. Пилимся, живем. Ай! Это было больно. Еще один шлепочек. Да, типа вот этой теперь. Почти добили. Делаем вот такую вот штучку. И, наверное, знаете что? Небольшой урон, да, можно сделать. Давайте. Вот. И уже добьем за сель. Бах. Все, отличненько. Так. Верса 32. Берем Маэль. Маэль, Сиэль, Манока теперь у нас отрядик. Качаем их. Хочу за Маэль походить тогда. Давайте. Здесь можно спуститься? Нет, нельзя. Окей, понял. Принял. Здесь только дальше вперед. Но Маэль, Сиэль, к сожалению, это не очень хорошая комбо. С другой стороны, не пофигу ли нам, конечно. Куда нас тут вообще подняли? Пипец. Какое-то здание, мы поднялись. Да, вроде бы, да. Здесь можно, кстати, спрыгнуть. А чё бы нам не спрыгнуть тогда сначала? Да. Давайте аккуратненько. Здесь можно вообще подняться, смотрите. Ну-ка, что у нас тут за секретик такой? Что-то тут есть. Рома. Все? Окей. Окей. Тогда проходим обратно. Бам-бам-бам. Хорошо, и теперь, видимо, вон туда вообще нам надо. И забираемся еще выше. Еще выше и выше. Вижу бой. Атакуем. Супер. Шлепочек сразу. Отлично. А градиентной у нас, к сожалению, нет, а огненный дождь.
Устойчивость к огню. Ничего себе. Прикол. Огненная атака. Ай! Ой! Ой! А! Еле выжил у нас. Монока просто пипец. Реально, еле выжил. Ломаем его нахер. Так ему и надо, я считаю. Как бы нам Монока похилить? Он может его добить? Я думаю, что может. Я думаю, что он Монока может добить. Давайте пропустим ход пока. И Монока просто добьет ее. Вот так. И похилится. Отлично. Ой, это была какая-то золотая шевальерка. У меня не было ее ноги. Ничего себе. Лед шевальерки наносит большой ледяной урон всем противникам. 3 попадания. Накладывает замедление. Ничего себе. Это за 6. Маска равновесия. Слушайте, класс. Мне нравится. За 6. Ну либо вместо комбо, либо вместо жима вот этого. Тяжелая маска. Кстати, нафига нам этот жим реально? Как будто какая-то ерунда. Можем его убрать просто. Хотя здесь так дорого. Комбо, да, у нас 7 целых. Орденный урон, большой физический урон одной цели, да. Ну давайте вместо комбо. Лед шевальерки. Пусть будет. Окей. Пиктус, а чё Пиктус? Опасное парирование. Он у нас уже есть. Так. Такой Пиктус. В случае гибели остальные участники экспедиции полностью восстанавливают здоровье. Да, ерунда, это полная, но давайте кому-нибудь дадим. Точнее, дадим просто Монока. Вместо целительного контр-удара, например. И, кстати, у Монока у нас есть некоторые очки, которые нам надо потратить. Это либо усиленный контр-удар, либо бодрящий слом. Либо, кстати, ломающий контр-удар. А давайте это будет все-таки ломающий контр-удар. Окей. Правая улица. Перемещаемся сюда. Немножко я гайд тут использую, чтобы не тратить время. Вот, правая тропа. Правая тропа. Да, вперед. Погнали. Ага, и вот эта стена, которая мне была нужна. Проходим. И спускаемся. Еще шевальерочка одна. Иди-ка сюда. Так, во всемогуществе мы начинаем. Действительно круто, конечно. Чего не скажешь. Добиваем сразу. Сталакт — это мощь. Мощь убийства. Попробуем поджечь тоже, наверное. Или нет, или пофигу. Давайте огненный дождь просто. Гарантированный, так сказать, поджог. Погнали. Бум, добили. Найс.
Так, эту шевалерочку мы грохнули. И... О, у нас тут дальше еще можно пройти. А у нас следующий опять еще один мим. Это мим старого Люмьера. Вперед. Еще один мим. Забаррикадировался. Забаррикадировался. Так. Толчки сталакта 4 стоят. Сколько там? 4 попадания, да? А здесь только 2 попадания. А, я же могу проткнуть его нахер вообще. Тогда, точно. Протыкаем тогда. Там игнор щитов идет. Что как бы довольно-таки здорово. Так, здесь попробуем его разбить. Бам, бам, бам. Ожог наложился. В виртуозную стойку я перешел, потому что щиты пропали. Соответственно, это очень круто. Делаем прорыв сразу. Но очень маленький урон. Очень маленький. Ну, что поделаешь. Жгучая связь. Хорошо. Так, есть у нас чародейство и волшебство, да? Делаем шлепочек. Бум. Шлепнули. Ага. Отлично. Близко к слому он уже находится, а я в оборонной стойке, да, я смотрю? Ага. Ну давай, огненный дождь тогда. Будет очень хороший урон от ожогов тогда, да? Сумеречный порез. Сумерки начинаются. Так, равновесие. Давай шлепочек. Почти сломали мы его, почти сломали. Отлично, контрудар. Супер. И надо его ломать. Надо его как-то ломать. А как мы его будем ломать? А я даже не знаю, как мы его будем ломать. Вообще без понятия. Ну, его может сломать Манок или Маэль тогда. О, или Сель. А чего у нее тут за градиент атака? Большой физический урон, 5 попаданий, да? Угу. А давайте возгорание. Все-таки на нем 10 ожогов. Небольшой урон. Ну, надо его ломать, да. Надо его ломать. Шлепочек, да? Давайте. Сломали. Хорошо. Градиентная атака Сиэль у нас есть. 10 попаданий. Огромное количество предвестий. Да, это мощно. Давайте делать, наверное. Давайте делать. Как мы его нашинковали-то. И второй ход еще. Ой-ой-ой. Призрачный клинок. На! Красота какая. Какая красота. Так. Ну, толчки сталакта еще можно сделать. Вообще, возможно, его добить. О, просто минус. Супер. Изучили Люмину бесполезную, целительную смерть. И открыли косу для Сиэль. Возможно, кстати, стоит ее и надеть. Бум. Да пусть будет. Пусть будет. Отлично. Ну все, минус мим. Старого Люмьера. Проходим сюда. Что это у нас тут? Еще какой-то пароход. Еще можно туда, куда-то дальше идти.
Вау. Где я вообще? А, я вышел к особняку обратно, ничего себе. Окей. Прикольно. Ну, я так понимаю, все. Мы исследовали старый Люмьер до конца теперь. Добытое поле боя. Да. Блин, жаль, тут нельзя перемещаться по карте в быстром перемещении. Очень жаль. Каменоломня. Кстати. Давайте зайдем в каменоломню. И на этом, наверное, закончим. That's Это странно. What happened here? Что тут произошло? Каменоломня. Журнал экспедиции. И... Трубадур. Я не хотел убивать своих друзей. Я просто хотел с ними поиграть. Даже когда я ухитрился взять верную ноту, сразу после этого я все напутал. Представляете? Я должен использовать свой инструмент для убийства, и я злюсь. Я не могу играть. Я никогда больше не стану играть. Молю вас, пожалуйста, госпожа, мне нужна помощь. Неврон, который не желает убивать? Научите меня. Научите, как не убивать. Научите меня играть. Боюсь, никто из нас не знаком с твоим инструментом. Да. Я... Госпожа, так продолжаться не может. Что если мы поможем тебе репетировать? Правда? Да, научите меня, как не убивать. Не попадайте под удар, когда я беру фальшивую ноту, но умоляю, попадайте под удар, когда я играю верно. У вас все получится, я не сомневаюсь. Ну, давайте попробуем. А, я понял. Нам нужно зеленые принимать, красные, красных уклоняться. Так, зеленая, красная, красная, зеленая. Первое испытание пройдено, ура! Второй этап. Зелененькая, красненькая, 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 зелененькая, зелененькая, еще зелененькая, красненькая. Найс. Второе испытание пройдено. Третье давай. Красная, зеленая, красная, 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 зеленая, зеленая, зеленая и красная, и зеленая, и еще зеленая, и красная. Фух! Все испытания пройдены. Получилось. Красавчик. Погодите. Возьмите это. Я вам так благодарен. Целительное парирование до 10 уровня. Так это же идеально. Это у нас у кого сейчас стоит? У Сиэль. Супер вообще. Просто супер. Ну и, наконец, он начал попадать в ноты. Красавчик. Журнал экспедиции почитаем еще. Винсан, 48-я. Он не желал ничего слушать, только гнал всех вперед. Вел себя так, точно он один знает истину, и мы должны ему доверять. 5 человек погибли, а он требовал удвоить усилия. Томас прозрачно намекнул, что Жана следует сместить. Мятеж. Я бы никогда этого не допустил, но у меня есть долг и перед ними тоже. Мне невыносимо думать о том, что придется сделать.
Наша миссия слишком важна. Отряд слишком важен. Мы не можем выбросить свои жизни на ветер. Ужасно, что до такого дошло, но он предал наше доверие. В соответствии с уставом экспедиции 23, Жан Фурнье освобождается от своих обязанностей. Я, Винсан Константен, принимаю командование и назначаю Томаса Флигофа своим заместителем. Ну, короче, мятеж тут был, все друг друга поубивали. Конечно, лоханулись по полной. Трубадур красавчик. Трубадур красавчик. Это что за враги такие? О, потерянный жестраль. Потерянный жестраль прямо здесь. Класс. То, что надо было мне. И вот у нас белое дерево. Да. И где-то здесь жестраль написано. Мне. Вот он, мы реально его не заметили. Жесть. Вот же он. Вот он, бедный. Отлично. И все, я так понимаю, в этой главе это все жестрали. Больше нет. Больше просто нет. Давайте получим награды за них. И мы получили новые наряды на Версо. Цвет люмины. Точнее, новую причесочку на Версо. Ну, ерунда, короче. Интересно, как это будет выглядеть, конечно. Жестраль. Жестко. Все, на этом будем заканчивать. Всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на Twitch, на YouTube. И всем удачи. Пока.